GoPro, то, что не хватало тебе, твоей GoPro, ну и моей, то, что не хватало, заказал на AliExpress. Думал, что даже и не буду снимать видео по этому поводу, потому что, ну, что может быть проще, чем поменять вот это крепление на GoPro. Оказывается, есть свои нюансы. Идет в комплекте отвертка с такой вот насадочкой. И сразу проблема, сфокусируется или нет, наверное, не фокусируется. Очень некачественная. Слизывается моментально грани. И можно до чего дойти, что просто не открутишь винт. Тут очень мелкие винты, которые ты просто можешь не открутить, слезав грань сразу с отвертки, с ключа, а потом облизав грани именно на винтах. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Зажаты очень хорошо. Очень хорошо зажаты эти винты там. Прямо таки серьезно. Вот видно, да, что я уже 3 отпустил, а 1 не отпускался. И слезались грани на отвертке. Поэтому равномерно нужно отпускать. Не сразу все 3 свободно, а равномерно отпускать, тогда они отпустятся. В комплекте есть винты также запасные. Вот они здесь. Кстати, и там же и фиксатор резьбы на них нанесен. Поэтому, скорее всего, что фиксатор резьбы также есть на GoPro на заводских винтах. Поэтому так они хорошо и сидят. И что это за устройство? Вот такие вот уши, которые по стандарту идут на GoPro с завода. Но здесь вот вариант, как у 12-й GoPro, уже модернизированный, со штативной резьбой. На 10-ке, на 11-й нету, без резьбы, вот просто так. А уже на 12-й сделали с резьбой, то есть упрощает жизнь крепление камеры на штатив. Штативная резьба есть, не надо тебе сюда химичить переходник, сюда потом резьба штативная, и потом ты только накручиваешь. А у тебя уже вот это будет вот здесь, на месте. Стоит копейки, заказывать можно. Здесь магниты также есть. Здесь магнит и здесь магнит. Эта часть, сам кронштейн металлический. Также при складывании на магните фиксируются вот эти уши. Ну, в общем-то, как и заводской вариант. Здесь также есть магниты. Но здесь они мощнее и больше. Но здесь также фиксация происходит. Поэтому этой отверткой, ну, как бы, я не знаю, стоит начинать или нет. Взял из своего комплекта Т6. Очень хорошо, плотно она входит сюда, в эти винты. Поэтому уже начал снимать видео, откручиваю. Хорошо прямо туда попадай, чтобы зафиксировалось, чтобы не начудить с этими, чтобы потом не пришлось тебе высверливать. Да, синяя вон там есть. На фиксаторе резьбы сидят вот эти вот винты. В общем-то, все продумано. Самопроизвольно не открутится. И, наверное, заменю на новые. Потому что грани, видите, они так и знали, что пригодятся новые. Грани могут быть слизаны, что в последующем. Но я думаю, откручивать уже не придется. Но раз, два, 3, 4, 5, 6. Прямо с запасом. Да, все то же самое. По размеру все подходит. Удобно магнитной насадкой пользоваться, чтобы попасть. Угу. Магниты немного мешают. Наживляю все по резьбе. Главное также попасть. И потом чувствительно поджимаю. Через время использования стоит просто перепроверить этот момент. Я думаю, что фиксатор резьбы будет держать нормально. Ну и вот и в запасе еще остается 2 новых и 4 старых. Можно будет в случае чего использовать. Любая, может, тренога какая тебе нужна.
Ты берешь, накручиваешь. Но здесь момент, что глубины большой нету. Глубины не на всю глубину заходит вот такой вот винт. Ну, уже в основном-то идут вот с контровочной гайкой, поэтому докрутил до конца и законтрил. Вот так вот. Уже лучше, что меньше переходников. Ну, соответственно, тряска меньше становится, более надежное крепление. Чем меньше элементов крепления, тем крепление более надежное. Такой вот вариант. Или же на треногу также. Такая с регулировкой. Также гайка фиксируется. И вот так. Реально того, чего не хватало, вот именно та полезная штука, которая подойдет на твою GoPro 10, 11, 9, 8, вот, которые такого форм-фактора пошли, наверное, начиная с 8, да, напишите в комментариях, с какой GoPro это начиналось. Можешь смело приобретать и менять. Ссылку я оставляю на AliExpress, заказывай, недорого стоит и быстро приходит. На сегодня все, подписывайся на канал, ставь лайк, всем удачи, до следующих видео.